трасса как до Липецка ехать, да, Толь? Ну да, там по пути, я думаю. А в Данкове нас, соответственно, встретят. В 7 часов выходит, Толь. Что-то поздновато. В городе у меня было ощущение, что я отбываю какую-то повинность за какое-то непонятное наказание, где-то там в какой-то, может быть, из жизни. Когда жила в Москве, я там училась в Останкино, потом вот работала на телеканале. То есть постоянно люди, транспорт, это все метро. Очень хотелось куда-то уехать. Если человек изначально задается вопросом, для чего он появился, для чего я здесь, и для чего я предназначен вообще как человек, если вопрос это не задает человек, то в итоге там получается, наверное, что жизнь прожита зря и непонятно для чего. Вот. Этого не должно быть у человека. Заехали. Очень часто отдохнем, там покушаем и дальше. Я стала искать, как лето наступило, какие-то слеты, фестивали. Именно в экопоселениях. И я брала на работе там прям сразу недельный то ли отпуск, ну как бы что-то такое, чтобы прям на неделю уезжать. Маме сразу говорила, я выключаю телефон сотовый, чтобы меня вообще никто не беспокоил. То есть я буду полностью вообще на природе отдыхать от Москвы. И там я узнала о том, что такое родовое поместье. И много другого интересного, с чем я была незнакома. Есть поселения, в которых уже кипит жизнь, в которых все обустроено, какие-то внутренние мероприятия, общие дома. У нас там, хотя 10 лет в этом году поселение, но оно только создающее, ну, в смысле люди только-только начинают сюда перебираться на постоянное. Однажды в прекрасный день какой-то я остался без работы, и у меня появилось очень много времени на осмысление вообще, потому что когда работаешь, такая мысль, что что-то тут не так во всем, вот то, что происходит каждый день вокруг, вот что-то вот не так. И тут в такой момент, конечно, скорее всего, даже он, наверное, был толчком, то есть у меня умирала мама от рака. Мы ее не спасли, но в итоге я понял, что больше в городе я жить не хочу, да даже и не могу уже все, то есть... Да. Давайте какие продукты сейчас принесите, то выходите сейчас. И так я всегда мечтал на такой вот маленький домик уютненький. Такой маленький? Да, именно такой дом маленький вот мечтал. Да. Есть люди, которые даже уже 3 года зимуют. Я спросила вчера вот у Саши, вот приедут ребята поснимать, ну как-то, знаешь, как-то отнесся, ну, мол, не знаю, ну, человек, если он не хочет, чтобы его снимали. А так мы там с Жоржем договорились, жалко, только Люба уехала, его супруга, а у них чудесная пара. Я с 99-го года по 2010 11 лет жил в Германии. А потом вот эта вот идея, вот именно в Германии я и узнал вот об этой идее, о родовых поселениях. Произошло это очень интересно. Первым прочитал мой младший брат. Он так живо рассказывал, глаза горели. Но закончилось тем, что я слушал его, так улыбался над ним, как бы недоверчиво. Тоже необычные вещи говорились. Вот. А в итоге сам как-то загорелся спустя, наверное, год. Прочитал все книги до одной. И вот мы с Любой, с супругой с моей сюда приехали. Он сейчас как бы наоборот посмеивается надо мной. Во всех, в принципе, регионах России подобные поселения есть. Вот. Это поселения родовых поместий. Сюда приезжают не слабые духом люди, достаточно сильные, которые вот решились, от обычной жизни ушли, перешли на землю и что-то делают. Потому что материальные затраты здесь не очень велики. А вот притворить желание в реальность,
Вот это вот непросто. Так называемые блага цивилизации на самом деле настолько приучили человека к ним, что он настолько зависим, что в неблагоприятных условиях, вот если о зиме говорить, все, отключили электричество, перемерзла вода, все. И воевать не надо. Все, и воевать не надо, город вымрет. Принцип поселения родовых поместий основан на том, что вот эта территория была самодостаточна. А все остальное, вот у меня как в качестве живности пчелки, я в жизни не был пчеловодом, но хотелось очень. Причем это естественное пчеловождение, когда по минимуму ты вмешиваешься в процесс жизненный пчелиных семей. Единственное, что это после медового спаса мед берешь. Сейчас мы идем к речке, она называется Паника. И с того места, с русла Паники, очень красивый закат, видно закатывающее солнышко. Ты видишь движение, звука нет никакого. То есть сова летает вообще Бесшумно. бесшумно. И вот это, когда все начинаешь наблюдать, то есть все мудрецы, которых вообще человечество знает, они все уходили подальше от самого этого человечества на природу и наблюдали, потому что вся мудрость, она в природе. Если взять город, например, вот по контрасту, да, в городе мужчина чем может показать свою женщине, заботу, деньгами. Потому что в остальном, в принципе, отопление есть, свет есть, и всякие микроволновки, там, не знаю, все, что нужно приготовить пищу, женщина справится сама, без мужчины во всем этом. А живя на природе, мужчина с утра встает, например, в холодное время года. Я еще пока лежу, Павлик растапливает печку. Он там нагреет воды, если мне надо умыться, еще что-то. Вот. Натаскает там дров, той же воды принесет. Сделает так, чтобы мне было уютно и комфортно вообще в любых условиях, какая бы ни была погода на улице. Это не просто сел в машину, из города там вещи покидал, там водички взял, там покушать, приехал на природу, там расположился, палатку, домик, там, не знаю. Это не то. Это именно надо выйти из одного мира и перейти в другой. Вот именно переселиться из мира в другой мир – это не просто переезд. Не знаю, у меня абсолютно нет сомнений в правильности выбранного пути. То есть, по-моему, это единственный счастливый путь, которым вот мы сейчас идем. Ну, в коробке-то у нас чудо его зовут, этот мальчик, он у нас уже старенький, у нас так мало двигает чудо. Ой, прям руку облизывает. Ну что ты, мальчик? Ну что ты такой хороший? Вот видно, как он руку. Да? Такой хороший. Ты такой хороший мальчик, да. Человек, он же из природы, и, в принципе, без природы, даже взять воздух, воду, пищу, он берет из природы. Ну, конечно, он сейчас научился делать химическую пищу, но не до такой степени, чтобы отказаться от живой. В итоге, если у человека забрать все живое, элементарно он действительно не сможет лечить там, не знаю, ядовитый грипп от съедобного, будет бояться животных, которые, в принципе, дружелюбны к человеку и так далее. Вот я даже сейчас не умею, я не могу отличить некоторые травы, растения. Мне так мало этого осталось, хотя меня бабушка это учила, но я это забыла. А я смотрю, как будто голова такая, как у крупной змеи, сначала высовывается, такая черная, а она же от воды так блестит. А, вот почему. Ты же про выдры в кедрах рассказала. Выдры, смотри, ты только рассказала про выдру или выдру. Похоже на мелкого бобра, вот такой. Смотри. А главный, вот он, козел прям. Природа – это дом, а в городе – это мы в гостях. Тут на природе все для человека, а в городе человек для города. Это убыль. Ведь мы на своей вот вроде бы жизни продолжительно, несколько десятков лет, но в этот период уже можем анализировать, что было у нас и что стало. Даже в эти там, десятки лет, в эти 30, 40, 50, 60 лет. Вот. И мы видим, что эта динамика не вверх, а вниз во всем. Во всем. Вот. Это касается всех областей нашей жизни.
В общем, для человека это именно, ну, получается, убыль. Убыль, да, как вот сказал мой муж. Мне так грустно. У нас поют птицы, у нас здесь, интересно, муж сделал, как это называется? Вентиляция. Вентиляцию. Садится на вентиляционную трубу птичка, и иногда, не всегда, будет нас по утрам. У нас получается прям как будто на нам поет, как будто вот это такое удивительное, необыкновенное что-то. А я не знаю, что за птичка поет. А Как будто она хочет нам что-то сообщить, а мы не можем понять. Здесь вообще-то очень неприятная ситуация. Несколько лет эти поля пустовали, а в этом году их распахали. Вот сейчас удобряют. Шум, конечно, он с этой стороны, там за Дубравой. неуютно, неприятно. Благо, что ветер пока еще не в нашу сторону. Нет, сейчас мы поедем на велике. Ветер будет в нашу сторону, то запах очень неприятный, как будто падалью пахнет. Покой нам только снится. То есть, но он зависит, как бы, все-таки покой это зависит от того, есть намерение его создать. То есть, если есть намерение, начинается движение. Если ругать, что вот все виноваты, то так оно все и останется, и будет только еще хуже. В некоторых поселениях люди решают сообща, принимать человека или нет. Бывают даже какие-то требования. Помимо того, что там без алкоголя, без курения, могут быть требования, прочитанные книги, какой-то там еще образ жизни. В нашем поселении нет таких требований, и поэтому получается, что здесь есть несколько поместий, купленных людьми, не планирующими строить рядовое поместье. Вот вы видели эту пагоду с красной крышей, которая на въезде, ее строил не последний человек при правительстве. И поля, которые распахивают, и которые вот этот ужасный запах, это ему принадлежат. То есть он их купил и говорил нам, допустим, что он их не будет распахивать. Но оказалось, что когда ему понадобились деньги, он их сдал в аренду. И такой же у него есть участок земли в нашем поселении. И когда пытались наши люди у него купить за те деньги, которые он покупал, он сказал, что я буду продавать его по московским ценам. Ну, соответственно, мы, конечно, никто из наших соседей вряд ли может себе позволить по московским ценам купить 1,5 гектара земли. А где тут ваш домик-то? А его не видно отсюда. Отсюда наш дом не видно, да. Он... Павлуша, зачем туда пошел? Ух. Пойдем туда, к камням? Ну, к первому, к тому, да, наверное. Ага. Вообще это место силы, потому что есть духи камней, поэтому с какими мыслями вы сюда пришли, и мы, соответственно, те мысли и усилятся. Поэтому всегда лучше заходить в радостном настроении и с хорошими какими-то намерениями. Что-то солнце классно выглянуло, прямо вовремя. Но вот этот камень похож на лицо человека. Вот вы когда вниз спуститесь, вы посмотрите, как будто борода, нос. Глазницы, нос, борода. Да даже отсюда сбоку видно. Смотрящее в небо под углом. Как будто он лежит на спине, а вот лицо видно. Че, ниже не пойдем? Тут будем. Добрый духи Тальменов. Я хочу, чтобы
уже на склоне лет я мог сказать, что я в этой жизни что-то сделал и что-то после себя оставил. И чтобы это было не голословное, а на самом деле ощутимое это что-то. Чтобы внуки, правнуки, потомки, приезжая туда, где я приложил свои руки, чувствовали эту энергетику, чувствовали эту любовь, с которой я прикасался ко всему для того, чтобы это отдать потом им. На самом деле это просто другой мир. Конечно же, мы, москвичи, живущие в городах, каждый день торопимся на работу, высчитываем минуты, секунды, сколько же ехать там на метро, на автобусе. Там просто другой мир, и мы, когда в него окунулись, мы поняли, что... Ой, что-то меня запершил, Толь. Подожди. Оставив себе лишь закат, я лишился пристрастий земли. Под окном под моим возлияний каскад, эта стая, ее ты не зли. А я шел не крича и смиренно молчал, превращая толпу в своего палача. А за мной все не шли белых стран корабли, и я тоже упал в водопад. Понесли, кувыркаясь, усталые дни, став невзрачными каплями серой реки. И печались одел я от солнца очки, но они не скрывали мой истинный взгляд. И течение было лишь стимулом жить, чтобы с ним же, борясь, идеям служить. А идеи просты, есть восход, есть закат, это нужно лишь видеть. А многие спят.